Привет! Сегодня я вам хочу показать обычную урбанизацию, обычный жилой комплекс, который находится здесь, в Дубае. Сегодня мы посетили его, у нас такая уникальная возможность. И мы с вами посмотрим. Сюда входит отель, апарт-отель и жилые дома, которые, собственно говоря, вы сейчас видите вот на вашем экране. В этот комплекс входит бассейн, он не один. Здесь множество ресторанов, интересные прогулочные места, бассейн, корты. Очень красивый дизайн, но я могу сказать, что это не современный, не только вновь построенный, то есть тут уже живут, но вы видите, какой он зеленый. Представьте, что это пустыня, когда-то была, ну а сейчас вот такая вот красивая, какая у нас большая лестница. Ну, можно немножко пройтись, вы посмотрите масштабы катастрофы, так сказать. Увидите и сравните, сами поймете, можно ли найти такое в Испании или нельзя, может быть и можно. Тогда пишите, где можно найти такой комплекс в Испании. Ну или что-то подобное. Наверное, можно что-то, но все равно это будет немножко другое. Не совсем то, что здесь. Ну вот мы зашли, вот там вот вход. За моей спиной вот там есть апарт-отель. Это здание отеля пятизвездочного. Все это такой комплекс. И здесь несколько жилых домов. Каждый жилой дом оснащен паркингом. Вот это я иду по территории вот этого комплекса. Птички поют, вы видите? Вода шумит. То есть это не скажешь, что современный, прям современный. Он построен уже несколько лет, я так понимаю. Ну вот мы сегодня пришли прогуляться. Здесь есть японский ресторан. Здесь есть еще какой-то ресторан. Птицы поют. Разные такие беседки, зоны отдыха, скамеечки, фонтанчики. Достаточно приятная приятная территория, очень большая. И практически в шаговой доступности от Дубай-мола. И я не рекламирую, поэтому название не называю. И метку на Google Maps не оставляю. Но это находится рядом. Пешочком можно дойти до Дубай-мола. Мы туда уже ходили. Ну и, соответственно, от Бурдж-Халифа, от всех достопримечательностей. То есть все в шаговой доступности. Кстати, сейчас апрель, утро и достаточно хорошая погода. Я не скажу, что жарко, полгода здесь можно точно отдыхать и расслабляться. Ну, а полгода жары проводить в комфортном помещении. Вот видите, пустыня была когда-то. Да, все цветет. Смотрите, какая красота. Такая вот красотища. Мостики, птички. Ой, очень мило. Ну и вот тут, допустим, ирландский тоже паб есть. Мы посмотрели. Ну а там уже, видите, высотки, центр. В ту сторону и будет Дубай-молл. Сейчас я еще немножечко пройдусь по территории, чтобы вам показать. Вот это, кстати, растение мушмула. Она тоже у нас нисперо в Испании называют. Вкусные плодики. Тоже здесь выращивают. И газон. А тут еще один ресторан. В общем, такой интересный комплекс. Цветет. В общем, конечно, усилий много здесь. Все это поливать и так далее. Но смотрите, какие архитектурные формы. А там бассейн. Ну, наверное, это стоит того. Зато получается такой оазис. Чистенько, аккуратненько, с хорошим обслуживанием. И я бы не сказала, что коммунальные платежи здесь супер-пупер большие везде. Потому что мы уже говорили, что если вы не проживаете, вы и не платите за воду и электричество. Не так, как в Испании. Но опять-таки это наш, так сказать, опыт жизни. Просто делимся, никого не призываем, не популяризируем. Просто показываем. Алексей, ну как тебе этот комплекс? Ну, замечательно. Многие говорят, что в Арабских Эмиратах, в частности, вот в Дубае очень жарко. Но полгода, вот по нашему опыту, полгода проводить здесь очень даже замечательно.
Если даже днем совсем жарко и кажется, что все невыносимо, мы такое ощущение было вчера. И когда только произошел закат солнца, солнце скрылось в воды, пучину Арабского залива, жизнь сразу пошла вверх, народ вышел на улицы, все рестораны были заполнены, подсветка, красота, павлины, птицы. Сюда мы еще не ходили. То есть жизнь просто Жизнь кипела. кипит, ночная. И кипела там часа Нет, до 2 ночи. ну давай ближе к теме. Вот мы прогулялись сегодня, можем сдвинуться чуть-чуть в тень. Мы идем с тобой сегодня по жилому комплексу такому, да? Здесь есть, я уже сказала, и отель, Теннисный корт есть. Здесь нет зон барбекю, как вот в нашем понимании, но здесь есть рестораны, которые предлагают. То есть они приносят вам вот этот барбекю готовый и то, что вы запросите. То есть вам не нужно заниматься, мариновать мясо, там, говорить, что у меня там самые лучшие стейки и так далее. Давай в тенек, а то вот немножко жарковато. Для любителей йоги, пожалуйста, вот йога-клуб. Зашел, позанимался. Да? Татьяна сейчас постояли на голове. Так. То есть получается, что в этом комплексе есть все, чтобы жить как в отеле. То есть не то, что как дома, а как в отеле именно. Ага. Здесь японский ресторанчик. Так красиво, да, вот, Лёш, построены такие здания. Очень интересный дизайн зданий. Такое, знаете, напоминает мне немножко как в Питере на Крестовском острове. Может быть, на Каменноостровском проспекте. Смотрите, даже петуньи растут. Ну, им, правда, немножко жарковато. Они так немножко. Но их сейчас польют. У них есть автополив. Ну, уже полили. И весь комплекс тоже в цветах. То есть вот не скажешь, пустыня, не пустыня. Посмотрите, тоже все здесь зеленеет. Потому что кто-то пишет, ну тут безумно жарко. Кто-то пишет, прилететь только можно в аэропорту. Аэропорт тоже смотрите в одном из наших видео. Конечно же, мы ничего не популяризируем. Действительно, есть жаркие периоды. Действительно, бывает тяжело кому-то. Не подходит по климату для здоровья. Но это все индивидуально. Испания тоже не всем подходит. Там тоже есть жара, июль-август. Но, во всяком случае, вот такие вот уникальные комплексы можно найти в Арабских Эмиратах. Ну, соответственно, вот это, так сказать, комплекс, он, видите, как подсвечен в вечернее время. Заработали ресторанчики, кафешки. И становится уже такая более романтичная обстановка. Такая сказочная, с подсветкой. Высотки вот там тоже все с подсветкой. Знаете, как красиво. И, кстати, везде есть указатели, чтобы не заблудиться в этой урбанизации, в этом комплексе. Не забыть, где у вас жилой дом, а где отель. То есть вечером тоже достаточно приятная атмосфера. И вот сейчас апрель, абсолютно не жарко. Там заработал бар. Смотрите, как красиво, да? Дорогие друзья, сегодня я вам показала небольшой такой жилой комплекс, который состоит и из отелей, из апарт-отелей, и из жилой недвижимости, в которой проживают постоянно местные люди, с бассейнами, с красивыми садами. В ней есть все, в общем-то, и парикмахерские, кафешки, рестораны, замечательный японский ресторанчик за моей спиной вот здесь. В общем, прекрасно оборудованная. Есть зона, где можно поиграть в падл, спа,
В общем, все 33 удовольствия. Все это в центре Дубая, недалеко от Бурдж-Халифа. В общем, можно сказать, что я вам это показала как пример того, что в Дубае можно найти очень интересное, красивое местечко и приобрести недвижимость. Ну, есть также пальмы, есть также новостройки, высокие какие-то дома. То есть, вот, видите, вот такие всякие высокие дома. И здесь масса интересных объектов, да, Алексей? Ну, особенно вот, смотри, прям. Да. Вот, посмотрите, в эту сторону покажу. В общем, масса интересного. Надеюсь, что это вам интересно, полезно. Но если у вас есть такое желание, пишите, и мы поделимся с вами нашим риэлтором, который продавал нам тоже недвижимость и управляет этой недвижимостью. Все. Пока, дорогие друзья. Всем удачи, добра, хорошего настроения. Пока-пока. Чао.